Биомы, биомы и еще раз биомы. Они загружают. Всем привет, у микрофона Тритофор. Сегодня мы поговорим о биомах в этой великолепной игре под названием Вальхейм. Ролик получится длинный, так что готовьте покушать. Приятного просмотра. Всего биомов в игре около 9, из них только 3 находятся в разработке. Первый биом у нас будет луга. Самый начальный биом, с которого начинаются все наши похождения по этому огромному миру. Бояться тут нечего, кабаны кусаются не сильно, никсы разве что могут вас, конечно, хорошенько покалечить. Ну и греллинги, это все основные враги, которые могут заспавниться на лугах. В этих биомах вы сможете найти из еды грибы и малину. Малина растет на ярко-зеленых кустах. Еще один враг это дерево, оно может вас убить, если вы его срубите. Советую вам убегать на где-то 10 метров от дерева, чтобы оно вас не убило, как меня. Вообще меня здесь убил Грейлинг, но не важно. Ну еще есть Никсы, они не трудные, в принципе с ними справиться легко. По хлопку мы сейчас перенесемся в черный лес. Сразу у нас такой... О, вот Грейдворф, про которого я хотел бы вам сейчас рассказать. Есть разные виды грейдворфов, есть разные типы грейдворфов. Шаманы, дикари и обычные грейдворфы. Только у них бывают подразделения, у них есть 2 звезды и 1 звезда. Также в черном лесу вы сможете найти залежи меди, которые вам пригодятся в дальнейших крафтах. На берегах есть олово, оно очень сильно отличается от камней. Если вы наведете на него курсор, то можно будет разглядеть надпись «Залежи олова». Также в черном лесу и обитают смурфики-переростки, которые походу подсели на анаболики. У троллей есть тоже типы, точнее, у них есть тоже звезды. Может быть 1-звездочный тролль, 2-звездочный тролль. 2-звездочный тролль мне очень редко попадался, максимум 1 раз за игру. И то я зашел в пещеру его, тролля, и обнаружил его там. Он меня там и положил. Тролля можно убить, а также его можно использовать в личных целях. Он вам будет отличным другом, если у вас есть большая стамина. Подходите к ближайшему залежу олова и подбегайте к нему поближе, а потом, когда он начнет замахиваться, отбегайте. Олово лучше самому добывать, потому что это небольшой рудник, ну его легче добывать. А вот медь, она выпадает в очень маленьких количествах, и тем более большие рудники находятся в черном лесу меди, а олово не особо большие. Также в черном лесу находятся погребальные комнаты, там хранятся ядра сурлингов. Будьте аккуратнее, местные мобы не особо дружелюбные, там находятся скелеты и изредка попадаются духи. Клаустрофобам мне советую туда лезть, потому что там довольно тесно. Болото. На болотах вы сможете найти драгеров, пиявок, слизней, скелетиков, элитных драгеров, призраков и струтлингов. Целый букет мобов. Но почему же так? Никто не знает. Пройдя через все мучения и убив древнего босса, его так зовут, вы сможете с него выбить ключ, который вам поможет открыть склеп, который находится правильно в болотах. Победив входящего дуба, с него падает ключ, с помощью которого и можно будет открыть склеп. В нем можно хорошо обогатиться, как и золотом, так и железом. Но будьте готовы, склепы ждут только подготовленных игроков. При входе в склеп вас встретят слизни и драугри. Мой вам совет, берите друга и Мегингерд, он находится в продаже у торговца. Металлолом весит очень много, так что будьте готовы. Желательно взять 2-3 кирки, так будет шанс, что вы унесете больше металлолом. Небольшой будет таймлапс, я вам покажу геймплей в склепах. Подписывайся на мой паблик в ВК, ссылка будет в описании. Самое страшное пройдено. Теперь главное вернуться с забытым металлоломом до корабля, живыми и невредимыми.
Равнины – самый красивый и опасный биом. Гоблины, смертожалы, берсерки, шаманы и быкоящеры. Тут есть черный металл, но его нужно добывать только с гоблинов. Гоблины хоть и маленькие, но очень сильные. Идти на гоблинов и других мобов равнин нужно в серебряной снаряге. Ее можно добыть на горах. После убийства третьего босса вам выпадет душка, с помощью которой можно будет добывать само серебро. Точнее, находить его. Комары – самые противные создания, которые только могут быть на равнинах. В самом начале игры они вас очень сильно задолбают. Если у вас есть щит из чешуек змея, то вам не стоит труда от них защищаться. Есть еще поселение фуллингов, там находится лен и ячмень. Быкоящеры, они не видят вас вдали, но если подойти очень близко, прям максимально, прям уткнуться ему лицом в лицо, то они вас увидят и обязательно захотят убить. Ну, впрочем, от них не составит труда убежать, но уплыть навряд ли у вас получится, потому что они тоже умеют плавать. Шаманы – самый вредный гоблин, доставит хлопот больше, чем берсерк. Помимо того, что он колдует вокруг себя и своих сородичей щиты, он может вас закинуть фаербольчиком, который вас может легко убить. Еще есть гоблин-берсерк. Гоблин-берсерк довольно опасное создание, потому что он сидит на анаболиках, выглядит как качок, но на самом деле его не составит труда замочить. На самом деле его замочить трудновато, пока у тебя медная броня и медные инструменты. Но если у вас есть серебро, серебряные вещи, то вы сможете его в принципе убить. Океан – ничего не примечательный биом, только его обитатели явно не дружелюбны к игроку, особенно змей. Змея советую убивать и вытаскивать его на берег. Если убить его в океане, то с него выпадет только мясо, а чешуйки, из которого можно сделать щит, утонут. Как же сделать гарпун? Гарпун можно сделать из хитина, который добывается на Левиафане. Плавайте по морю, вы сможете найти Левиафана. Туманные земли. Все усеяно паутиной. Его можно будет легко отличить от болот. На болотах маленькие деревья, а в туманных землях в 2 раза больше, чем на болотах. Биом находится в разработке, так что там ничего пока что нет интересного. Дальний север чем-то похож на горы, но там ничего нету, абсолютно ничего. Ни мобов, ни каких-либо построений, вообще там ничего нету. Туда не надо идти. Этот биом пока что в разработке. Точно так же и огненные земли находятся в процессе разработки. На них есть сортлинги, также есть руда, из которой можно сделать... Хотите интригу? Правильно, ничего. В принципе, да, из этой руды пока что нельзя ничего скрафтить. Эти биомы находятся пока что в разработке. Думаю, в скором времени будут обновления, в котором что-то добавят. Игра только вышла, считай, но в ней много механик, много техник и много того, что вы еще не изучили и не исследовали. Если тебе понравился этот ролик, оцени его лайком, подпишись на мой канал, чтобы знать, когда у меня выйдет новое видео. Спасибо за просмотр, удачи, всем пока.